советские времена долго и безуспешно пытались бороться с дедовщиной в армии. Но можете вы себе представить, что в некоторых странах явления, похожие на дедовщину, являются частью ежедневной коммуникации? Одна из таких стран – Япония. В японском обществе существует жесткая иерархия. По сути, дедовщина начинается с самой школы. И продолжается в той или иной степени всю оставшуюся жизнь. Нет, речь не идет, конечно, о том, что японские деды гоняют японских молодых или духов, но жесткая вертикаль встречается довольно часто, особенно в японских корпорациях. Есть даже такой термин сэмпай и кохай. Сэмпай — это старший, кохай — это младший или молодой. И вот этот кохай должен выполнять самую грязную работу, самую трудную работу, тянуть, как говорится, лямку. Если кохай будет плохо справляться со своими обязанностями, не слушаться сэмпаев, то его ждут общественное порицание и остракизм. Конечно, можно сказать, что это какая-то дичь, но, ребята, у японцев исторически сложилось такое общество, в котором приоритет отдается группам людей, и человек представляет из себя лишь маленький винтик в большом механизме. Что-то это мне напоминает. По поручению Центрального комитета КПСС 26-й съезд Коммунистической партии Советского Союза объявляю открытым. Не, в самом деле у нас в Советском Союзе же как было? Частная собственность не приветствовалась, общественные интересы ставились во главе угла, личная жизнь была подчинена интересам общества. Вот такая же ситуация сейчас в Японии. Нет, конечно, частная собственность там есть, но все остальное практически так же, как во времена Советского Союза. Общество номер один, потом компания, например, и только потом идут интересы отдельно взятого индивидуума. Вообще жизнь в Японии и особенно работа в японских компаниях для японцев, подчеркну, для японцев именно, потому что к иностранцам относятся по-другому. Так вот, такая жизнь и работа полны стрессов. Существует огромное количество регламентов и неписанных правил. Первое правило: работать надо немного, а очень много. Особенно если ваш шеф оказался, скажем так, любителем посидеть в офисе. Например, у него что-то происходит дома, с женой не лады, и он предпочитает работать до позднего вечера. Таких, кстати, встречается довольно много в Японии. Так вот, все его подчиненные не могут уйти из офиса раньше, чем шеф. Вот такая вот традиция. Правило номер 2. Коллеги устраивают номикай, нужно к ним присоединяться. А такие посиделки могут проходить довольно часто. Поэтому японским кайщаинам нужно иметь очень крепкое здоровье. Счастье, здоровье, счастье, здоровье. Кстати, когда проходят такие вечеринки со спиртным, самый младший сотрудник должен всячески ублажать остальных членов команды, подливать саке, пиво, или другие спиртные напитки, вызывать официантов и быть предметом насмешек со стороны коллег. Такова жизнь. Правило номер 3. Нельзя выделяться. Деру куи ва утареру. Хорошо известная поговорка в Японии, которая означает «выступающий гвоздь забивают». Даже если какой-то сотрудник добился какого-то изумительного результата, то это не его результат, это результат его коллег, и он лишь малая часть, которая позволила прийти к этому заслуженному и почетному достижению. Хорошо, а что произойдет, если младший сотрудник перестанет соблюдать все эти сложные и неприятные для него правила?
Ну, собственно, ничего, за исключением того факта, что его перестанут продвигать по служебной лестнице, и он рискует получить кошикаке. О боже, что это, черная метка? Ну, собственно, нет, но сродни. Кошикаке – это термин, которым в Японии означают временную работу. Ну, например, девушка приходит на работу в корпорацию, и все прекрасно понимают, что когда она выйдет замуж, она покинет компанию, и вот такая позиция называется, ее позиция называется кошикаке, то есть временная должность. Но есть и другое значение у этого слова. Кошикаке – это место, куда перемещают, ну вот скажем, нелояльных сотрудников, людей, которые бесполезны для компании, для того, чтобы они продолжали делать какую-то работу и не мешали остальным. Я где-то встречал такой термин «смотрящий в окно», и мне он очень понравился, потому что отражает принцип вот этой позиции кошикаке. То есть смотрящий в окно – это человек, который сидит на работе, смотрит в окно, практически не принимает никаких решений и что-то делает, но то, что он делает, это вообще не важно для компании. Смотрящими в окно становятся люди, у которых раньше были какие-то серьезные достижения. Ну, например, они раньше сделали что-то для своей корпорации, но в определенный момент оступились, совершили ошибку и их перевели вот на это малозначимое место, на малозначимую должность. Но при этом, поскольку раньше были определенные достижения, просто так выгнать такого человека нельзя. Вот ему дают место, может быть, даже внешне это место будет почетным, но решений никаких такой человек не принимает. Он просто сидит, смотрит в окно и ждет, когда наступит пенсия. Нет, еще иногда таким людям поручают проводить переговоры с клиентами, от которых хотят избавиться. Плох тот солдат, который не мечтает стать генералом. Точно так же плох тот кайшаин японский, который не мечтает стать щачо или бучо, а не смотрящим в окно. А отсюда постоянный стресс, проблемы со здоровьем и зачастую как следствие короуши. Короуши – это смерть от переработок. И в настоящий момент она превратилась в национальную проблему Японии. Но об этом постараюсь рассказать вам в одном из следующих видео.